сколько уже было этих переговоров? Что ты не можешь подождать 2 суток там где-то? Нет, вы вылетаете все утро, понимаешь? Вот вам инструкции, все среди ночи. Это не просто так. Вот это все привело в том числе, не просто еще российские бомбардировки, это первопричина. Это понятно, что вот бомбардировки энергетической инфраструктуры это и есть самое главное. Но еще и объяснить-то надо, почему на левом берегу дома новые, которые вот только что ввели теряют тепло быстрее, чем советские какие-то дома на правом берегу. Это история полного вот предательства совсем своего недавнего союзника со стороны Соединенных Штатов. Много ли было таких историй на Ближнем Востоке, да и в мире вообще? Ну, огромное количество. Огромное количество. Очередная драма народа. Всем привет. Снова на канале Ширяев и Ширяев. Здесь я, журналист Евгений Ширяев, мой отец военный обозреватель Валерий Ширяев. Обсуждаем последние события. Здравствуйте. Рад приветствовать всех, кто решил заглянуть на наш канал. На истекшей неделе в большей степени значение для военных имели события в области политики. Мы уделим этому немало внимания сегодня. Да, хорошо. Начнем мы, как всегда, с населенных пунктов, которые были заняты за последнюю неделю. В ДНР это Закотное, Приволье и Новопавловка, Павловка в Запорожской области, а также Прилуки и Жовтневое. С самого начала хотел бы сказать вот какую вещь. Многие наши подписчики спрашивают об этом. Это в оперативном плане новое явление. 2 месяца, даже уже больше, в Сумской, в Харьковской области командование группировки «Север» делает приблизительно одно и то же. Занимает на территории, прямо совсем рядом границы, прямо на границе российско-украинской, там, где нет украинских войск почти, небольшие населенные пункты. Вот просто займут населенный пункт, потом могут его расширять, соседний какой-нибудь занять, но больше никаких действий не предпринимает. Гробовская, Нестерная, Круглая, много еще, несколько других. Все это странно немножечко, потому что это вроде как и не наступление, и людям непонятно. Но, скажу так, есть несколько функций у этого такого тактического приема. Во-первых, конечно же, командующие, для них это повод продемонстрировать свою активность. Во-вторых, они как бы намечают точки будущей сплошной единой буферной зоны через Сумскую и Харьковскую область. Все это делается в исполнении замысла единого по созданию буферной зоны, вот сквозной из Сумской области в Харьковскую. Мы их соединим, потом эти точечки между собой, и вот будет у нас вроде как буферная зона. То есть это намечается на реперной точке исполнения будущего плана. И, конечно, поскольку там южнее немножко в Харьковской области идут бои в Купянске, и в очень непростом положении дерутся большие, в общем, соединения российской армии, группировки «Запад», и существует, естественно, еще дополнительная функция у этого приема, пытается оттянуть на себя войска Украины из Купянска. Но это не работает абсолютно. Сырский даже не замечает вот этих маленьких населенных пунктов занятых, никакие туда не перебрасываются резервы. Ну, просто потому, что для того, что если ты хочешь, чтобы противник перебросил в резервы, сказать, в опасении, что ты разовьешь наступление, ты должен это наступление продемонстрировать. Ну, то есть должны быть серьезные силы на этом месте. Такой прием сделал Сырский, когда заходил в Курскую область. Да. Вот там действительно десятки тысяч людей, настоящее наступление. Все для чего? Для того, чтобы войска тянуть от Покровска, заставить российское командование с Покровска перебросить срочно в Курскую область резерв. Это не получилось. Но тем не менее замысел был вот такой, и он, в общем, был оправдан. Здесь же это все не работает. Определенные события важные происходят вокруг 4 городов.
агломерации, последней крупной городской агломерации, которой необходимо занять российской армии в Донецкой области. Это Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск. Первый город, Константиновка, он уже охвачен частично, там идут бои, там ведут бои бойцы 3-го армейского корпуса на юго-восточной окраине, они уже туда проникли. Так вот, вокруг, по периметру Константиновки стоят небольшие населенные пункты, Плещеевка, Бересток, Ильиновка. Они важны для российского командования с тем, чтобы там можно было уже разместить операторов дронов для, собственно, ведения боевых действий в самой Константиновке. Я сказал уже, что там уже тоже идут бои, тем не менее, вот по сходящимся направлениям на эти населенные пункты идет продвижение, то есть фактически штурмовые действия. Они идут, но не так активно, как раньше. Главное, что вокруг продолжается, вот по всем данным, так сказать, источников, накопление штурмовой пехоты. То есть это очень-очень похоже на то, как готовились к проникновению в Покровск, когда было занятие Покровская, Мирноградская агломерация. Сейчас мы уже про это не вспоминаем, там на этом месте. Заканчивается уже в Мирнограде зачистка, практически закончена, все. Вот здесь приблизительно то же самое. То есть получается, что Константиновка все-таки будет первым городом, который, скорее всего, прямо этой зимой значит, приступит к его захвату российская армия. Здесь вот интересный момент тоже, можно сказать, про Часов Яр. Часов Яр украинские источники считают своим городом. Да, что там якобы вот находятся украинские войска, это на самом деле не соответствует действительности. Какая-то часть там очень небольшая, что-то есть, несколько человек, может быть, там буквально, там, ну, может, единицы какие-то. Вот, но, в принципе, Часов Яр не украинский. Так вот, и сейчас как раз вот на Бересток развивается наступление российской армии. Часов Яр в тылу оказался российской армии. То есть они наступают на Константиновку, оставив у себя за спиной вроде бы как украинский город, ну, по данным украинцев. Украинцы считают, что Часов Яр их, значит, получается, что российская армия развивает наступление, оставив у себя в тылу, в своем, украинский город. Этого быть просто не может. Вот. На всех остальных участках самых главных фронта, о которых мы каждую неделю рассказываем, за истекшую неделю шли бои, и в некоторых местах очень тяжелые. Вот, например, постоянные продолжаются нескончаемые атаки на позиции группировки войск «Восток» в Гуляй-Поле и севернее его. Прямо идут бесконечные сражения, и тем не менее никто никуда не движется. Вот что я хочу сказать. И у украинских картографов, и у российских, там, тех, кто считает территории и так далее, осинтеры всякие, есть графики. Эти графики показывают, сколько российская армия занимает территории по месяцам. И это за 2 года вот такой график существует. Там прям каждый месяц сколько. И у них ярко выраженные пики. Количество территорий они указывают разные. Май 24 года до июня, там даже до июля. Ноябрь 24 года. Лето 25 года, ноябрь 25 года. 2 пика в году. А потом резкий спад. Причем это вот прямо математический закон. И он требует какого-то объяснения. Ну, с моей точки зрения, единственное, что можно сказать, что закончив в ноябре окончательные операции, которые они планировали с лета еще, российское командование начинает готовиться к следующей операции. То есть вот это вот... Иными словами, просто наступление 2 раза в год. Вот и все. Оно, понимаешь, эти графики, они не пиковые, там вот за 1 месяц и все. Нет, они медленно нарастают все больше, больше. Потом раз, заканчиваются, а потом идут на спад. Потому что каждое наступление требует материальных средств, запасов, пополнения полков. Вот сейчас вступили в полосу подготовки очередного большого наступления, вот захвата этой Краматорско-Славянской агломерации, которая будет весной. Начнется, судя по всему. Если все будет так, как предыдущие 2 года. Ну, а главком ВСУ, соответственно, объявляет, что в этом году Украина начнет массивное наступление, такое, которое сравнимо с контрнаступом 23 года. Да, он сам неоднократно повторял этот тезис, что
находясь в обороне только, выиграть так сказать, всю кампанию невозможно. Откуда средства, откуда резервы? Вот я сейчас, это его просто заявление, да? Мы можем оценить масштаб наступления украинской армии, начиная с 22 года. Это крупная операция именно на оперативном уровне Харьковской области, которая привела к серьезным изменениям на фронте, потере большой части территории российской армии. И второе – это уход российской армии с плацдарма на западном берегу Днепра, оставление Херсона тогда. Уже в меньшей степени, потому что это в большей степени было решение самого российского командования. Далее, это неудачное контрнаступление лета 23 года, где очень большие были сформированы силы для наступления. И Украина позволяла себе формировать прям десятками новые бригады. И НАТО, и в первую очередь США, поставляли прям технику столько, сколько надо, и фотографии, когда площадки были завалены, просто заставлены техникой, подготовленной для наступления, все это мы помним. Вот. Дальше начинается перелом, и следующее уже, вот, которое мы для примера можем взять, наступление, оно имеет намного меньший масштаб, глубину проникновения, это захват плацдарма в Курской области. И, наконец, все это заканчивается контратакой под Купянском, которая уже в прошлом году она началась, осенью, которая совсем уже по масштабам, так сказать, сократилась. То есть мы каждый год видим уменьшение возможности украинского командования развивать наступательные операции по привлечению сил, по масштабу замысла, по глубине. Все меньше. И сейчас вот образец перед нами – это вот Купянская операция. Все. Поэтому будут ли наступления? Очень может быть. Вполне. Но масштаб их и как они повлияют на баланс силы на фронте – это совсем другое. Я думаю, что все гораздо бледнее будет, чем сейчас. Потому что, конечно, Украина находится в непростом положении с точки зрения помощи союзников, я имею в виду финансов, ей не хватает очень серьезно, да? Ну и, конечно, вооружений. Я уж не говорил про отдельную проблему пополнения армии, то есть с личным составом. Продолжаем обсуждать, можно сказать, гуманитарную катастрофу какую-то, и я так называю сейчас. А я и сам так считаю, что это прям самая настоящая гуманитарная катастрофа, да. В Киеве. Оттуда с начала года уехали уже 600 тысяч человек, беспрецедентная цифра, да? И учитывая то, сколько вообще за эти несколько лет уже Киев покинул людей. Не совсем так. Ты знаешь, в Киев, наоборот, уже много приехало. Совсем. После 22 года. Да, с восточных областей, там, где идут активные боевые действия, Донецкая область и так далее. Разные есть оценки его населения, но все сходятся, что когда вот туда заехали временные мигранты, то до 4 миллионов дошло население. 600 тысяч выехало за 2 недели. Это, конечно, огромное число. Без сомнения, все это связано, естественно, с вот этой кампанией бомбардировки энергетической инфраструктуры городов. Это коммунальное хозяйство, уничтожение электростанций, подстанций, передающих и так далее. Мы довольно много об этом рассказывали, но вот что надо сказать. Когда на Украине, там, 92-2000-е годы начался строительный бум, конечно, в голову никому не могло прийти там, при президенте Кучме, где-нибудь и так далее, что вот, случится специальная военная операция, 2 страны будут воевать друг с другом. Дома застройщики строили, как и все, в общем, наверное, девелоперы 90-х годов на территории Советского Союза, максимальная экономия на технологиях, на строительных материалах и так далее. Но делается это в стране, где существуют формально СНИПы. СНИПы – это строительные нормы и правила, которые все страны Советского Союза, на территории Советского Союза, они восприняли от СССР. Значит, тебе необходимо их обойти, эти СНИПы. Делалось это, и делается до сих пор, понятно, одним способом – взятка. И, в общем, Украина – южный край.
И там таких морозов экстремальных и так далее намного меньше, чем там в России на севере. Чиновники более свободны в своих решениях, так сказать, коррупционных. Вот сейчас выяснилось, что многие дома огромное количество домов, прямо скажем, по такому параметру, как теплопроводность, важнейший параметр домостроения, который приводит, его нарушение приводит к тому, что у тебя дом при минус 20, предположим, должен остыть до нуля там, за какой-то срок определенный, и у чиновника есть запас времени, чтобы прислать аварийную бригаду туда и подключить по аварийной схеме дом. А он резко теряет тепло, остывает, и трубы размораживаются и лопаются неожиданно быстрее, чем заложено во все нормативы. Это вот как раз и расплачивается как бы все за те взятки, которые когда-то застройщик принес чиновнику, да, и обошел эти СНИПы. Вот это все привело в том числе, не просто еще российские бомбардировки, это первопричина, это понятно, что вот бомбардировки энергетической инфраструктуры, это и есть самое главное, да. Но еще и объяснить-то надо, почему на левом берегу дома новые, которые вот только что ввели, теряют тепло быстрее, чем советские какие-то дома на правом берегу. Важно что очень большое количество людей выехало из Украины, и на Украине еще наступила деиндустриализация. Огромное количество заводов исчезло, которые потребляли электроэнергию. Поэтому вот эти 4 года был большой запас мощности, большой. И вот он исчерпался на 4-й год. Я все-таки считаю, что это отмена красной линии. Минобороны объявила о массовом наборе в новые войска беспилотных систем. Наверное, ключевая особенность этого то, что там срок службы от года до 5, от года. Да, каждый желающий может заключить теперь. Каждый желающий может заключить договор на год, на 2, на 3, на 5. То есть все, год ты отслужил, говоришь, извините, я поехал домой. И ты не дезертир. Срочные контракты были. Их потом отменили. А вот сейчас впервые вернулись. Но для кого их разрешили? Для кого это исключение сделали? Для беспилотных систем. Потому что необходимо, фактически стартовала кампания по массовому набору в беспилотные системы, по формированию. И там сами операторы по нуждам, да, не на первом месте. Там большое количество, 12, если я сейчас не ошибаюсь, штук военно-учетных специальностей, инженеры всякие, сборщики, кого только нет, программисты. Все, это должны быть прям люди с мозгами. Как их набрать-то? Во-первых, им надо дать возможность уйти, то есть они должны четко знать, что это их свободная воля. Пришел, ушел, да, через год, через 2 года, через 3 года. Во-вторых, оставить вот эти бонусы большие, которые привлекают людей. Ну и в-третьих, конечно, это технические войска. Ну не технические, я неправильно говорю, но это войска, связанные с топ-технологиями современными, которые привлекают молодых людей, молодых специалистов. И поэтому там даются гарантии, что тебя из этих войск никуда не переведут, другие, ни в артиллерию, там, ни в закрепы, ни в штурма. Понимаешь, вот это очень важно. И есть еще одна задача, которая прям сразу параллельно решается. Они через вот эти временные контракты командования будут создавать запас, военнослужащих запаса. То есть там будет резерв. Они закончили контракт, ушли на гражданку, но они остаются обученными специалистами резерва, которые в случае чего по мобилизации можно привлечь, но сразу ты уже понимаешь, что это не просто так, а самый востребованный специалист, который имеет еще и боевой опыт. Вот они хотят сейчас по максимуму набрать. Наращивается количество войск беспилотных систем. В то же время главком Сырский говорит, что в этом году будет какой-то невероятный по объемам наращивание беспилотников, самих дронов. Ударов беспилотников. Ну да. Он сказал, что надо готовиться к тому, что в сутки будут там, по 1000 беспилотников падать на Украину.
Это, конечно, не соответствует тем возможностям техническим, которые сейчас есть у России. Не техническим, а промышленным. Вот в Алабуге, ну, самый крупный центр, известный сейчас, да, по производству беспилотников. Дальних беспилотников «Герань» производится 3,5 приблизительно там, тысячи в месяц. Ну, такой консенсус есть между всеми исследователями этого вопроса. Но в сутки, соответственно, это 100, да, с чем-то, с небольшим. Если Сырский ожидает 1000, то, значит, надо нарастить производство в 10 раз. Но это невозможно. Поэтому, конечно, 1000 не будет, если только он не запишет вот в удары по Украине беспилотников средней дальности. Он, например, «Молния». Их 900 тысяч штук произвели в год. Вот. Но они совсем дешевые, там, копеечные, а летают до 100 километров могут пролететь. Если эти записывать, то тогда может быть. Но вообще вот настоящие такие вот удары беспилотниками, как Украина, на территории России, там, на 2000 километров вглубь, или там Россия до Львова долетает, таких, конечно, 1000 в день не будет. Это нереально. Закончился первый день переговоров в Абу-Даби трехсторонних, они оказались двухдневными. Да, ну, я думаю, это самое важное событие предстоящей недели и текущей предстоящей по целому ряду обстоятельств. Ну, во-первых, мы с тобой согласны, что эти переговоры заранее не объявлялись? Ну да, вчера очень вдруг неожиданно. Да. Дальше. Мы имеем цитату, если не ошибаюсь, Ушакова, что инструкции делегации России были даны ночью. Ну, после вот этих вот переговоров, когда прилетел ночью вызвали, сказали, руки в ноги, всем собираться. Ну, понимаешь? Ну, прилетели они, да. Да, но это означает, нет, ну, сколько уже было этих переговоров, что ты не можешь подождать 2 суток там где-то. Нет, вы вылетаете все утро, понимаешь? Вот вам инструкции, все среди ночи. Это не просто так. Значит, скорость, спешка. И по деталям, очень небольшим деталям, которые до нас сейчас доходят, да, сказать, самой, это впервые выглядит как настоящие переговоры. Почему? Я много раз говорил вот за этим столом и писал в телеграм-канале, что переговоры публичными-то не бывает о таких интимных вещах, как, допустим, там, зоны контроля и так далее. В общем, все серьезные, настоящие вещи, которые в переговорах обсуждаются, да. Это тайная вещь. Нельзя обсуждать, давая козырь оппозиции политической, которая тебе голову тебе свернет и вперед ногами вынесет, если выяснит, что ты собираешься что-то там сдавать. Режим полной секретности, когда журналисты даже не знают место проведения переговоров, понимаешь, это вот прямо четко совершается, видишь, что это настоящее вот такое стремление к чему-то прийти. Но, а что такого вдруг срочно? Что случилось? Обратимся, вот сегодня у нас весь выпуск этому посвящен, обратимся к фронту. Там, наоборот, вступило все в полосу затишья, приготовление к следующим там операциям весенним и так далее. Все. Вообще ничего не происходит. В политике что, Давос? Нет. Вообще нет ни одного события, которое могло бы объяснить эту спешку. Поэтому у меня есть только одно объяснение. Сработала ставка военно-политического руководства в Москве на то, что мэр Кличко назвал гуманитарной катастрофой. То есть вот эти бесконечные бомбардировки инфраструктуры, энергетической, газовой и так далее, приводят к тяжелейшим последствиям. И сейчас есть еще 2 города, помимо Киева, которые стоят прямо на грани замерзания. А самое главное, деградация вот этой инфраструктуры достигла такой фазы, когда уже строительные бригады не успевают в погоне за бомбардировками восстановить. Понимаешь? То есть она все больше и больше разрушается. Тяжелейшее положение, да, и это, конечно, просто Москва отменила, судя по всему, красную линию. Вот это единственное, что, мне кажется, может быть причиной. То есть это попытка остановить бомбардировки в ходе переговоров, и переговоры должны быть искренние и честные. Понимаешь, в такой ситуации. Да, мы делаем. Это вот первое обстоятельство. Почему? То есть, в принципе, сработала идея, да, бомбардировок
инфраструктуры и таких тяжелейших испытаний, которые выпали на долю жителей крупных городов Украины. Мы обратим внимание на деталь, которую там ТАСС приводит, что уже обсуждаются зоны контроля, обсуждаются меры контроля, буферные зоны и так далее, и так далее. Все это, то есть уже конкретика, да, и не просто так из России вылетела компания военных. Помнишь, как Трамп пригнал военных пугать этого самого Зеленского, и мы тогда обратили внимание, что это народ решительный. С той стороны прикатило 10 человек, это топ-менеджеров государства, которых собрали за одни сутки вообще. Значит, это все не шутки. А тут у нас чуть ли не возглавляет делегацию глава ГРУ. Ну, главное управление, сейчас так называется, да, ну, в общем, да, это преемник главного ГРУ. Главный разведчик военный, действительно, который знает все про противника, про то, что там у него и как все будет развиваться. Аргументов у него в голове достаточно, чтобы настоять на своем. Значит, будет жесткий прессинг. Если мы посмотрим историю последних 50 лет, военную историю, мы обнаружим, что никому никакой план Маршалла никто не предлагал. И тут вдруг не просто деньги, а прямо можно назвать ее вторым планом Маршалла. 800 миллиардов долларов на послевоенное восстановление Украины. И плюс к этому еще 700 миллиардов долларов на нужды обороны. 1,5 триллиона. И все это, конечно же, в рассрочку на 10 лет. Но даже 150 миллиардов долларов в год создают грандиозный соблазн для украинских политиков, потому что это гигантские бюджеты. И любой политик хочет распоряжаться таким бюджетом. Аж 1,5 триллиона долларов. Это сумма, которая просто, так сказать, заставит дрогнуть любое политическое сердце. Любое, абсолютно. В любой стране мира. Вот. Поэтому таким образом создан соблазн. Понятно, что команда Зеленского уперлась и не хочет отдавать Донбасс. Да, это условие. Жесткая позиция. Они базируются на этом самом, на мнении избирателей. Тоже украинцы по всем опросам общественного мнения против. И все. Да? И вот создан этот противовес общественному мнению в виде вот этого соблазна, огромного фонда. Это первое, потому что, конечно, это эксперимент. Никто план Маршалла в стране, пораженной коррупцией снизу доверху, до самого дна, никто не делал. Эти деньги находятся в огромной опасности. Еще надо контролировать их расход очень серьезно. И получится ли это? Коррупционеры всегда народ очень умный и хитрый. И всегда сумеют разворовать. Вот поэтому это все... Вот эти риски использования этих денег говорит о том, что это экстраординарное решение. Это еще один важный нюанс. Ну и, конечно, посмотрим на Путина. У него совершенно другая ситуация. Никто ему никаких 1,5 миллиарда не даст. А самое главное разрушение жилого фонда и промышленного фонда, они на территории России остаются, потому что двигается линия фронта, и потихоньку все эти города, которые сносятся просто боями, так сказать, под основание, они все остаются в тылу у кого? То есть на территории, которая, так сказать, уже включена в Конституцию Российскую Федерацию. Главные деньги, которые придется потратить на исправление результатов этого вооруженного конфликта, будет тратить Россия. Вот в таких самоотношениях. И все минные поля, которые придется разминировать, они все на территории России теперь окажутся, понимаешь? А минные поля, мы с тобой целую передачу делали об этом, насколько это трудная штука и дорогая. Осенью Дональд Трамп создал Совет мира. Изначально это было для разрешения конфликта между Израилем и Палестиной в Газе, но сейчас все больше новостей видим, да, о том, что это какая-то такая альтернатива ООН, за которую он просит $1 миллиард за вступление. И Владимир Путин уже сказал, что мы готовы дать этот миллиард. Правда, миллиард из арестованных активов, что прекрасно. Ну, ты знаешь, вот Лукашенко вступил уже,
И он написал, что все это вранье, никакого миллиарда с меня не потребовали. Лукашенко все-таки виднее, чем нам с тобой. Он уже вступил в этот Совет мира, а мы только еще планируем. Чек не дошел. Да, может быть. Но, тем не менее, это некая организация, во главе которой стоит президент США, конкретный Трамп, который через 3 года уйдет, а нужна ли эта организация следующему президенту, никто не знает. То есть она такая, знаешь, это туруса на колесах, что называется, такая хлипкая очень конструкция. И я полагаю, что это такая все-таки пока еще, в общем, временная сырая идея, которая в принципе предполагает одно: туда можно прийти всем членам, да, и наверх пожаловаться. На меня напали, Трамп защити. На меня, вот меня обижает там, да, Трамп защити. Поскольку он себя всему миру представляет как миротворца. Он прекращает войны, он всех заставляет угомониться. А вот теперь у меня такая организация, приходите в гости к нам, значит, и я, если что, значит, беру на себя все конфликты, значит, я всех помирю. То, что Трамп выводит военных, в том числе очень квалифицированных офицеров из центров разведки и подготовки НАТО в Европе, это очень плохой для НАТО знак. Потому что это не просто вывод там какой-то части, а это вывод офицеров американских из органов совместного управления, которые, в принципе, так сказать, вот должны были этой совместной машиной военной управлять в случае там, подготовки к отражению наступления российской армии. Ну, вообще противника, любого противника, не обязательно российской армии. Да? Вот. Это начало демонтажа механизма НАТО. Но он может быть остановлен, этот процесс, и возвращен вспять следующим президентом, опять-таки. Вот, поэтому говорить, что НАТО конец, нет, подождите, это еще рановато, я так думаю, об этом рассуждать. Да, была уже встреча лидеров так называемого этого Совета мира, там был, в частности, Пашинян, Алиев, Виктор Орбан. Но его расчет строится на объективной ситуации. Дело в том, что Организация Объединенных Наций, она вот после распада Советского Союза, когда пошли все конфликты, фактически дискредитирована в глазах государств, лидеров государств, которые маленькие и ищут защиты, а найти защиты не могут. То есть Организация Объединенных Наций там бесполезна, да? И она как бы не исполняет свое предназначение. Ну, там есть лидеры 5 государств, постоянных членов Совета Безопасности, у которых есть право вето, и они равны между собой. Ну и сейчас вроде, поскольку все вот эта дискредитация, она уже дошла прям до больших, так сказать, величин в глазах политиков мировых, есть такая идея создать, давать заново другое государство рядышком, другую организацию рядышком, вот не он, а нечто такое. Но тут идея у Трампа какая? Я начальник, вы подчиненные, потому что ничего не известно о правах членов новых. Права Трампа прописаны, я все понимаю, но, как я понял, права вето у остальных нет. И трудно предположить, что глава Китайской коммунистической партии или Путин, или Моди пойдут к Трампу в подчиненные. В этом смысле, да. То есть он должен, если хочет привлечь крупных игроков настоящих, он должен прописать для них равные права. Или, по крайней мере, конкретизировать, что они имеют право там, в этой организации. Иначе получается такая ловушка. Приходите ко мне в гости, я буду вами командовать. Это расчет, в принципе, понятно, он на объективной основе строится, но вот в том виде, в котором он сейчас задуман, что мы знаем об этой организации, он, конечно, не предусматривает интересов крупных государств. Ну да, пока никаких главных мировых держав там нету. Ну да, именно вот поэтому.
давно мы не вспоминали вообще о курдах. Это И с Асадом они расчленили фактически Сирию, отрезав от государства Асада там нефтяные поля и так далее. В общем, там вдоль Ефрата, кстати говоря, идут еще и поливные поля сельскохозяйственные, тоже очень важная часть экономики. Слабая очень экономика сирийская, но все-таки какая есть. и всегда был такой момент на протяжении многих лет, что как будто бы появилась надежда, что у городов появится собственное государство. Один из таких Автономный самых район важнейших хотят, народов, у которых нет своего государства. Да, ну хотя бы автономный район. Вот. И они его там, в принципе, начали развивать. И вот сейчас, когда сделана ставка на новое руководство Сирии, вот из террористов, которое вышло, все, Протурецких, которые... да, и все надеются, что они справятся, что они построят там новое, значит, государство более или менее приемлемые там, для Запада, по образцу, скажем, Саудовской Аравии или Арабских Эмиратов, вот что-то такое. Ну, это не может быть демократическое государство, потому что они все, так сказать, это, исламские боевики. Это будет какое-то шариатское государство, но умеренное, такое, не террористическое, скажем. Ну вот, а курды – это прямо противоположная идея развития. Они, в принципе, так сказать, всегда настаивали на том, что это не исламское государство, ну, курдское будущее государство, не исламское. Шариат не имеет отношения вот к будущему государству курдов. И вот, пожалуйста, решили, что курды больше не нужны. За несколько дней буквально, так, перед этим вывели все войска американцы, все, до свидания, спасибо. Договорились с командованием сирийской армии, с этим вот новым президентом, их все, до свидания. Турки дали им технику, поддержали их информационно, разведка турецкая работала на это, я имею в виду, на вот эту операцию. Они дали определенные политические гарантии этим арабским племенам, которые вместе с курдами на одной территории живут, и все. Буквально за пару дней, там за 3 дня на самом деле, хлоп, и все курдские войска вынуждены были отойти на другой берег Ефрата, а потом еще убраться вообще совсем уже небольшие территории. История с курдами закончилась. Это история полного вот предательства совсем своего недавнего союзника со стороны Соединенных Штатов. Много ли было таких историй на Ближнем Востоке, да и в мире вообще? Ну, огромное количество. Огромное количество. Очередная драма народа. Новый министр Украины, о котором мы недавно говорили, подписал договор с компанией «Палантир», постоянными подрядчиками новой трамповской администрации, у которой там связи с ними всеми, которые занимаются искусственным интеллектом. И сейчас этот договор предполагает передачу той ценнейшей информации Библиотеки. Всего, что было записано дронами украинскими на протяжении всего конфликта. Да. Но случай уникальный на самом деле. Видишь ли, у Зеленского очень мало, почти нет инструментов, которыми он мог бы влиять на Трампа. Вот Трамп на Зеленского может как хочешь влиять, а в обратную сторону нет. И вот эта вот заинтересованность Пентагона в этой библиотеке, она является одним из очень немногих вот таких вещей, которыми он может заинтересовать Соединенные Штаты, по крайней мере. Мы не знаем, передала ли Украина в прежние времена эту библиотеку Пентагону. Ну, в рамках, это возможно. И там Пентагон сам для своих нужд как-то ее использовал. Но впервые на наших глазах уникальную библиотеку записей боевых устройств во время атаки и так далее, этих видео, передают частнику. Ведь «Палантир» — это не государственная организация. С очень большими подвязками и госконтрактами, которые хочешь не хочешь, все да, равно. Да, но частник есть частник. Если ты создал программное обеспечение на базе этой библиотеки, да, это программное обеспечение, оно предполагается, почему-то они заключили договор, что «Палантир» создаст такую штуку, которая позволит намного улучшить действия противовоздушной обороны Украины.
с помощью обучения нейронных сетей, искусственного интеллекта на базе этой библиотеки. Но само программное обеспечение, оно недорого стоит без вот этой библиотеки, без, собственно говоря, подпорки, на чем она все строится. И когда завтра что-то изменится, ты можешь ручкой помахать уже своей библиотеке, потому что они будут ее использовать и для любого другого заказчика. Это все уже в их распоряжении. Причем вовсе не обязательно именно для ПВО. Там же вообще все, понимаешь? Конечно же, такая же точно библиотека записей, аналогичная по размерам, есть и у России. Это понятно. Но тут все делается совершенно по-другому. А тут мы впервые видим. И вот продали ли они ее за деньги нормально? Ведь сейчас Америка ничего не продает. Она, не, в смысле, бесплатно не передает. Она за деньги продает оружие. Вот как это в обратную сторону? Бесплатно, что ли, отдали? Или на каких-то основаниях совместного пользования? Тут трудно сказать. В общем, я бы не сказал, что с точки зрения вот сугубо государственного интереса вот это решение о передаче библиотеки, оно прям такое дальновидное. По-моему, нет. Прошло уже 3 недели с тех пор, как похитили Мадуро. Буквально через пару дней пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит вдруг неожиданно запостила в Твиттере, репостнула какое-то очень странное интервью, которое рассказывало, что США применили какое-то секретное звуковое, возможно, оружие, от которого всех тошнило кровью. А где это интервью было? Просто интервью в каком-то твиттер-аккаунте. Просто вообще... Анонимный. Считай, да, но она сказала, обязательно прочтите. Вот. Потом, спустя пару недель, вот в Давосе, вдруг Трамп начал давать интервью и во время выступления своего упомянул, что у нас есть секретное разное оружие, которое мы применяли. Он еще и упомянул секретное оружие, которое, значит, выводило из строя ПВО венесуэльское, на вооружении Венесуэлы. В общем, безумная какая-то история. То есть мы все-таки сейчас должны констатировать, что речь о 2 типах вооружений. Одно против людей, физически действует на людей, заставляет их там, рвет кровью, потеря ориентации и так далее. Выводит из строя фактически, да, вот личный состав. А второе оружие действует на технику. То есть ПВО, как он выразился, значит, Венесуэлы, провело нацеливание, все увидело, цель, там, кнопку нажимать, а ничего не работает. Вот. Одна какая-то взорвалась там. Да. То есть парализовала механизмы, железо парализовало. То есть это 2 разных программных обеспечения или 2 разных типа оружия, там, я не знаю, чем они пользовались. В общем, больше всего, вот и мое личное убеждение, и по источникам, больше всего это похоже на послеоперационную зашифровку боевых действий, зашифровку сил и средств. То есть, когда ты что-то осуществил, у тебя все хорошо получилось, но при этом ты хочешь, чтобы противник не понял, как ты это сделал, потому что ты в следующий раз еще раз хочешь это сделать. Ты начинаешь выдумывать байки. И вот эти все, так сказать, рассказы, они все сводятся к тому, что вот у нас есть какое-то фантастическое оружие, а на самом деле взятку заплатили. И просто те, кто надо, охрану поставил в такие условия, что их просто перестреляли, да, создал условия. Продал фактически местоположение там, и все остальное. Может быть, перекрыл Мадуро выход, там, все что угодно. Где-то действие агентуры. Попало одновременно в прессу сведения от американцев, кстати, тоже, что, значит, значительная часть вооружений ПВО с 2009 года аж продолжала лежать на складах. Китайские радиолокаторы, современные, хорошие, да, закупленные и так далее, не были связаны между собой в единую сеть. А самое главное, это источники точно совершенно говорят, мы знаем 100%, что за последние 10 лет не было ни одного настоящего учения ПВО. Вообще не учились даже использовать оружие. Это при том, что там сидел генерал Макаревич, которого при определенных обстоятельствах убрали с должности командующего группировкой войск Днепр. И его потом на этом месте сменил Теплинский. И он оказался там в виде, значит, главы аппаратного военного советника.
Он, в принципе, и отвечал за то, чтобы оружие, которое Россия продала Венесуэле, было не просто боеготово, но и личный состав обучен и так далее. Все. Вот генерал Макаревич там сидел, а оружие ПВО не работало. Теперь вот Трамп заявляет, что оно не могло сработать. Такая у нас была секретная кнопка. Нажимаешь, и все парализовано. На самом деле, сразу скажу, вот полк ПВО, там С-300, не нуждается вообще ни в чем. Это полностью самостоятельная единица, которую можно, в принципе, если все хорошо обучено и умеет делать, и, используя резервные механизмы, обойти любые электротехнические методы противодействия, знаешь, радиоэлектронные методы противодействия, любые, абсолютно. Так что все-таки я придерживаюсь мнения, что это вот такое объяснение хитрое, такого простого, в общем, не мудрящего действия, как дача взятки. Ну вот какой-нибудь нормальный капитан военной разведки в рамках плана по зашифровке, оперативной зашифровке результатов операции написал вот это якобы интервью, о котором ты говоришь, позвонил Каролайн, там его начальник, и сказал: не будете ли вы так любезны, но обратите внимание вот на интервью, интересно такое. А сказал: да вопросов нет, и все. Вот так вот военная разведка и работает. Важнейшей темой в Давосе, когда туда приехал Трамп, опять стала Гренландия. Он много рассуждал о своих притязаниях на это. Значит, датчане, конечно, трезво абсолютно ему указывали на то, что по договору НАТО, вообще по договору Дании и Соединенных Штатов, они там могут иметь любые там, военные базы, какие захотят вообще, хоть свой этот золотой купол строить, чего угодно вообще, в принципе. Но вот ему не подходит это ничего, он хочет личного владения. Вот. Я хочу сказать, что вообще он сравнивает постоянно Гренландию как арктическую территорию с арктическими территориями России, Канады, о том, что вот США тоже, значит, заинтересованы в том, что вот такой кусок иметь. И тут надо иметь в виду, что у США есть большой кусок арктической территории Аляска, которую в свое время купили у России. Сравнивать Гренландию с другими вот, приарктическими территориями других стран практически невозможно. Российский крайний север развивался прямо с 20-х годов чрезвычайно активно, там много усилий, прям целые поколения вкладывали. И понятно, почему он так развивался, но это все-таки еще край, где что-то хоть как-то растет. То же самое можем сказать там про Канаду и Аляску, да. Гренландия же действительно кусок льда, вот буквально в смысле огромный ледник с очень узенькой там каемочкой земли по краю. Она с точки зрения какой-то территории, которую он хочет еще разрабатывать, добывать там ценные металлы всякие и так далее, но крайне тяжелый кусок, который просто так вот тебе ничего не даст. Но если Гренландию включить в состав Соединенных Штатов, Соединенные Штаты станут второй после России страной мира по территории. Сейчас она третья, вот, а станет второй. То есть он как бы одним своим вот этим действием выведет Соединенные Штаты в следующую лигу, так скажем. Вот. На самом же деле, да, Гренландия чрезвычайно тяжелая страна. Я хотел бы обратиться вот просто к мировой литературе. Открыли ее викинги, естественно, да. Эрик Рыжий. Была эта территория, куда, вообще-то говоря, за убийство изгоняли людей из Исландии. И она попала в литературу викингов, в сага о гренландцах, там, ну, несколько еще разных, где довольно подробно все это описано. Так вот, в отличие от хроник там, на латыни, написанных там, европейских этого же периода, на старонорвежском языке саги, которые были написаны и стали основой исландской литературы, они вызывают до сих пор очень высокий уровень доверия. Когда мы читаем эти саги, перед нами живые люди, их поступки, все, мы понимаем, все, что они говорят, это правда. Почему? Потому что они обогащены литературной деталью, такими подробностями, которые не выдумаешь.
Этого нет ни в каких вот хрониках, да, вот европейских обычно, которые описаны. Там вот в буквальном смысле поступки людей, женщин, мужчины. Во всех этих сагах Гренландия, это литературу о том отметили, да, и филологи, Гренландия предстает антидомом. То есть Исландия, северный остров, в общем, тоже там ничего хорошего, да, это теплый дом, который вот родной дом, он стал для викингов своим. Гренландия – это антидом, это место духовного распада личности, вот в буквальном смысле так. То есть ничего хорошего гренландцы, вообще вот в этой литературе про Гренландию не говорит. Это в те времена. Ну, что за времена? Представь себе, они были приспособлены, сами люди, для плавания в ледовых широтах. Вот эти весла, которые на самом деле больше на бревна походили, да, они гребли до 12 часов в сутки. То есть это были монстры, а не люди с точки зрения современной. Уж чем их можно было пронять, как говорится. И даже эти сверх приспособленные к северным странам люди не могли воспринять Гренландию как что-то, где можно жить вообще. От этого и вопрос. На какую страну посягнул Трамп? На страну, где даже викинги жить не хотели. Понимаешь? То есть это на самом деле не приобретение вот в буквальном смысле территориальное, да, а это все-таки дань личным амбициям, капризу. Вот. Хочу быть владычицей морской, и чтобы золотая рыбка была у меня на посылках. Ну, на этом у нас все. Спасибо. Рад был, если вам этот выпуск понравился. И традиционно приглашаю вас в наш телеграм-канал за оперативным комментарием и на Бусти, где мы выкладываем наши выпуски, напоминаю, без рекламы, а также вы увидите там регулярные ответы на ваши вопросы. И какие-то фрагменты из не вошедшего. В общем, всем пока. До свидания.